Эта девушка просто вышла из торгового центра, и после у нее изо рта начал идти дым. Ее тело начало гореть изнутри, и вскоре она падает на землю и умирает. В этот момент дама в синей куртке в ужасе стоит и наблюдает, как люди вокруг нее умирают один за другим. После этого дама замечает, что те, кто умер, они двигались. Поэтому она сразу же говорит всем остаться на месте и не двигаться, иначе они умрут. Всего через несколько секунд все люди, которые в этот момент двигались, упали на землю, а остальные остановились как вкопанные. Вскоре после этого прибывает ФБР. После их быстрой проверки они не находят никаких переносимых по воздуху токсинов, поэтому они обращаются к своему давнему доктору Бишопу. После доктор Бишоп смущен тем, что он видит как ученый. Он никогда не видел ничего настолько подобного и странного. Войдя в торговый центр, они обнаруживают несколько жертв. Также сам доктор Бишоп внимательно все осматривает и после находит большое количество вируса в крови жертв через микроскоп. Как ни странно, но если бы вирус распространялся по воздуху, то все люди в торговом центре уже были бы заражены. Если бы вирус был на перилах эскалатора, первые несколько контактов должны были стереть его. Как раз в тот момент, когда доктор Бишоп думает, один из агентов ФБР замечает что-то необычное. Вскоре доктор Бишоп потрясается от того, что он видит. Он замечает сложный генератор нанороботов. Эти нанороботы способны к самовоспроизведению и переносят большое количество вирусов. Когда эти наноботы попадают в человеческие тела, их хозяин активирует их, просто двигаясь, что вызывает самовозгорание тел. Это похоже на встряхивание бутылки Пепси. Чем дольше остаются вирусы в теле, тем более чувствительными они становятся. Все это до тех пор, пока даже малейшее движение не сможет активировать их. Они понимают, что должны разработать лекарство как можно скорее, но им нужен инфицированный человек для экспериментов. Именно таким человеком становится Джессика, которая станет предметом эксперимента, но лишь при одном условии. Если эксперимент провалится, они должны позаботиться о ее ребенке. Вскоре они забирают Джессику обратно в лабораторию. Однако по пути начинается синтез внутри тела Джессики. Ее температура быстро повышается, и она вот-вот сгорит. Оливия решает использовать свою способность кортексина, чтобы замедлить работу систем Джессики, которая временно может остановить наноботов. Через несколько минут противоядие начинает действовать, и Питер вводит его в тело. Чуть позже все зараженные люди излечиваются с помощью видеонаблюдения. Вскоре они обнаружат, что человек, который установил данное устройство на эскалаторе, является Джонс. Однако доктор Бишоп говорит, что Джонс не может создать наноботов. Внезапно он вспоминает своего старого друга Уильяма. Но Уильям, оказывается, скончался уже много лет назад. После, когда агент Филипп заходит на стоянку, он видит, как несколько человек стоят на месте и смотрят на что-то из любопытства. Вскоре в здании появляется дыра, а затем, ударившись о землю, все окна здания разбиваются, и весь город становится в шоке. Чуть позже, согласно анализу доктора Бишопа, он понимает, что свет на самом деле солнечный, хотя сейчас на дворе ночь. Кто-то в данный момент использует два частных спутника, чтобы отражать солнечный свет, а затем фокусировать его на этом здании. Но с какой целью он это делает, непонятно. Вскоре они находят ответ через городскую географическую базу данных. Оказывается, что под зданием находится огромный нефтяной резервуар, и как только белый луч прожгет эту землю, она воспламенит нефть. Цель, которая стоит за этим, очень проста. Это похоже на использование увеличительного стекла для фокусировки солнечного света. Они понимают, что если не выключат свет вовремя, весь город сгорит дотла. Но чтобы остановить этот свет, они должны отключить антенны, которые контролируют спутники. Поэтому доктор Бишоп немедленно звонит агентам Оливии и Питеру. Эти двое вскоре прибывают в здание, где обнаружат местонахождение этой антенны и решают разделиться. Питер говорит Оливии, что они должны выключить антенны одновременно, иначе луч может выйти из строя. Вскоре у них это получается, они одновременно выключают антенны, и луч медленно исчезает. Но внезапно на Питера нападают сзади, и этим человеком оказывается Джонс. Питер просит Оливию бросить свое оружие, но Оливия роняет его. И как ни странно, два охранника тоже роняют свое оружие, как и она. После этого Питер начинает бить Джонса снова и снова, и в конце концов ему удается швырнуть Джонса к антенне. На этом их драка оканчивается, и в этот же момент доктор Бишоп наконец встречает своего старого друга Уильяма, который также находился на складе. В самом финале антенны отключены, а преступник успешно арестован. И на этом все, друзья. Поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на мой канал и напишите ваши мысли в комментарии. Также советую вам посмотреть эти видео и пожелаю вам хорошего дня.